носки белые, носки синие, носки желтые и чудесные. Лежу я такой, гляжу в потолок и понимаю, что скоро количество носков у мужской половины населения резко возрастет. А также бритвы и всякие гели для душа. Наверняка каждый мужчина получал в подарок носки. А в интернете уже полно шуток про них. И думаю, неудивительно. Но задумывались ли вы хоть раз, почему мы, мужчины, работающие в шахтах, добывая нефть, чтобы наши дамы катались на роскошных авто, получали в мужской день обычные носки? Дамы, спокойно, не ругайтесь. Вы так же, как и мужчины, важны для этого мира. В некоторых случаях даже больше. Ну так, все же о носках. Сегодня вы узнаете, почему раньше ношение носков мужчиной было постыдным, почему Добби стал свободным с одним носком, почему возникла традиция дарить носки мужчинам на 23 февраля и почему это самый лучший подарок. Меня зовут Геннадий Сергеев, и мы начинаем. Ну что, вам уже подарили носки? Не торопитесь делать выводы, ведь у вас в руках очень необычная вещь. Радуйтесь, что вы живете не в Древней Греции. Ведь именно там появились первые носки. И представляли собой изделия из кожи, закрывающие пятки и пальцы. И, кстати, это считалось нижним женским бельем. И носить мужчинам такое было постыдно. Мужчины одевали их только в одном случае. Нет, речь не о голубых, а об актерах. Именно появление на сцене актера в носках вызывало у публики бурный смех. Кстати, в Европе за носками так и закрепилось название «обувь комедиантов». С латинского комедия звучит как «сокус». Это слово дошло и до наших дней, и на английском языке носки звучат как «сокс». Видите, какое сходство? А вот когда носки попали в Древний Рим, и женщины свободно гуляли в них, мужчинам это понравилось. Но какому мужчине не понравится женщинам в носках? Нравилось это больше всего военным. Потому что ходить в дальние военные походы было крайне трудно. Вы вообще знаете, что такое древние сандали? Примерно как и современные, только в таких далеко ходить на босую ногу по бездорожью трудно. И под такие сандали надевали вот такие носки. Ничего не напоминает? Смотрите, сандали воинов. Пряжка проходит между большим пальцем, и носки сшиты под большой палец. А вот русский турист, окажись в таком прикиде в древности, и люди воспримут тебя за своего. И вообще, это хорошая бизнес-идея. Кстати, не знаю какого черта, но такой прикид я увидел еще в современной игре Mortal Kombat у бойца Рейн. Может, это какая-то своеобразная пасхалка или еще что-то. Забавный факт еще в том, что в средневековье носки стали уже предметом мужского гардероба, и размером они были как чулки. А на Руси аналогом чулков были онучи. Это кусок холщовой ткани, которая обматывалась вокруг голени и ступни и завязывалась веревкой. А потом уже одевали лапти. Но носки шли дальше и пришли в эпоху Возрождения. Для тех, кто не знает, эпоха Возрождения — это тогда, когда была написана картина Моны Лизы. Так вот, теперь носки – это вязаные чулки, и вязали их исключительно мужчины. Кстати, женщины тоже начали носить чулки, только из шелка, потому что мужские были плотные и грубые. В России царь Петр I тоже хотел вести в армии чулки, но солдаты мерзли и убивали ноги. Тогда они просто мотали кусок ткани на ногу, как крестьяне, и погружали в сапог. Так появилась известная портянка. Спустя время история носков стала еще интересней. Как говорится, от чего ушли, к тому и пришли. Первая мировая война. Экономика обвалилась, и нужно было как-то экономить. Ткань тогда была в дефиците, и чулки стали укорачивать до привычных нам носков. А еще дальше носки так эволюционировали, что стали с резинками, чтобы их не завязывать. И теперь носков на любой вкус и цвет. Так давайте дарить друг другу носки! И тут подключились суеверные люди, которые сказали, что дарить носки – это дурной тон. В старину считалось, что купить мужчине носки, именно купленные, не связанные вручную, означало дальнюю дорогу. Может, поэтому Джоан Роулинг в качестве подаренной одежды для Добби выбрала носок? Хотя, может, и совпадение. Но то сказочный персонаж, а тут мы, живые мужчины. Так почему нам же дарят носки? На этот счет есть несколько версий. 23 февраля праздник сравнительно молодой, и около 100 лет назад дарили то, чего не было в свободной продаже.
Многие вещи приходилось как-то доставать из-за дефицита, в том числе и носки хорошего качества. Что мы уже знаем из истории. Есть и другая версия. Во времена СССР День защитника Отечества считался праздником только тех, кто служил в армии. Это сейчас принято поздравлять всех мужчин. А тогда, чтобы не обидеть неслуживых мужчин, женщины придумали дарить практичные презенты. Носки или бритву. Самое главное, как бы кто ни матерился. Но сегодня продажи носков в период 23 февраля, как и цветов 8 марта, резко увеличивается. Да, мы постоянно видим эти подарочные наборы в магазинах с носками, букеты из них. Но зная историю возникновения носков, их функцию и то, с каким трудом раньше они доставались, носки можно по праву считать хорошим подарком, поскольку этот элемент повседневной одежды делает не только наш образ и стиль, но и дает тепло и комфорт от любящего человека. Мужики, давайте просто скажем спасибо нашим родным и близким за такой, казалось бы, банальный подарок. Ведь не зря же говорят, что главное внимание. В этот день, 23 февраля, я хочу поздравить вас с праздником и пожелать вам, чтобы ваши ноги всегда были в тепле. Тогда будет у вас и здоровье, и силы на реализацию ваших идей. Интересуйся интересным, ведь это интересно. Обязательно подпишись на канал и поделись этим видео со своими земляками. Мой бессмертный зритель, теперь у меня есть телефон. А в телефоне мой телеграм-канал. Подписывайся, там будут различные видео и фото со съемок. Ты сможешь голосовать за темы следующих видео и предлагать новые идеи. Очень необычная вещь. Носки это очень необычная вещь. Вот так, чтобы они в рассыпную летели. Давайте дарить друг другу носки. Это кто такой нет? Закройте сисечку. Это вообще-то сосочек.